Приветствую всех на канале Кухня от Татьяны. Сегодня я покажу мою новую выпечку – печенье-конвертики с начинкой. В этом печенье очень удачное сочетание творожного теста и джема из вишни и абрикосов. Печенье готовится очень просто и получается мягкое, нежное и рассыпчатое. Чтобы его приготовить, я сначала беру мягкое масло комнатной температуры, насыпаю сахар и добавляю творог. Лучше, если творог будет сухой и без комочков, можно перетереть его через сито. Я также добавила в творог щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Теперь я все хорошо вымешиваю лопаткой и делаю смесь однородной. Муку я всыпаю частями. Я ее заранее просеяла и смешала с разрыхлителем. Я начинаю замешивать тесто, постепенно добавляя муку. Тесто получается мягким, не липким, хорошо собирается в комок. При этом оно очень пластичное. Тесто я формирую в виде прямоугольника. Делю его на две части, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Из охлажденного теста я начинаю формировать прямоугольник. Сначала разминаю его руками, а потом раскатываю скалкой. Толщина раскатанного теста получается примерно 4-5 мм. И как только я раскатала тесто, я начинаю вырезать из него квадратики. И на каждый добавляю джем. Вторая часть теста пока лежит в холодильнике и ждет своей очереди. Джема я добавляю примерно половину чайной ложки. Этого достаточно, чтобы печенье было очень вкусным, и при этом при выпечке джем не будет вытекать. Края квадратиков с двух сторон я намазываю молоком и затем формирую треугольники. Сначала прижимаю их пальцами, а потом вилкой, и у печенья получается очень красивый край. Первую часть треугольников я положила на разогретый противень до 180 градусов. И пока не готовится, формирую еще печенье. Но на этот раз я добавляю джем из абрикосов. Печенье готово. У меня они запекались в 17 минут. Но они могут запекаться немного дольше. Надо смотреть на особенности вашей духовки. Печенье получилось очень мягкое и нежное. И в зависимости от начинки оно имеет немного разный вкус. Мне нравится в этой выпечке, что в ней можно экспериментировать с начинкой. Можно добавлять также вареную сгущенку. Мне нравится делать разные начинки, а печенье перемешивать. И заранее неизвестно, какой попадется. Получается сюрприз. Спасибо всем, кто смотрел мое видео. Если оно вам понравилось, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые. Я буду также благодарна за лайки и комментарии. Всего вам самого доброго. Пока.